Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён, а что делаешь? Обнимаешь и смущаешь Чонгука. Девятое место. Чонгук, как дела? Это непреодолимая потребность прикоснуться, дать почувствовать через тепло кожи все то, что невозможно озвучить на публику. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Шокирующие слова Чонгука для Тэхёна, которые взрывают интернет». Что это было, Чонгук? Полный разбор, все, что вам нужно знать. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Как насчет совместного душа, Чонгук? Седьмое место. Понятны друг другу без слов. Шестое место. Поведение пары. Нежность во взгляде. Мы вам не мешаем, ребят? Пятое место. Чонгук и Тэхён проверяют на прочность нервную систему друг друга. Как выяснилось, Тэхён спокойный как удав, а Чонгук нервный как истеричка. Но мы его не осуждаем. У него парень красавчик. Сплошные стрессы каждый день. Четвертое место. Забота.
Чангук, наверное, собирался поправить наушник, но когда Тэхён положил руку ему на плечо, просто сдался и остался стоять, позволив ему опереться на себя. «Чон Чангук, перестань ставить такие высокие планки, пожалуйста. Вот как ведут себя девы, когда по-настоящему влюблены». Третье место. Новости. Статья Billboard. Альбом Ari-Rank был слит в сеть на платформе Twitter до официального релиза. Теперь Hype хочет установить личность виновного и подать на него в суд. Big Hit, дочерняя компания Hype и основной лейбл BTS, в четверг, 9 апреля, инициировала судебное разбирательство в США, чтобы установить владельца аккаунта. Представители Big Hit утверждают, что в начале марта этот пользователь опубликовал фрагменты Ari-Rank в Twitter, незадолго до долгожданного выхода первого за 6 лет альбома группы. Судебная петиция, оказавшаяся в распоряжении Billboard, содержит просьбу к американскому судье выдать повестку, обязывающую Twitter раскрыть данные этого пользователя. Big Hit планирует использовать полученную информацию для подачи гражданского иска в Южной Корее, где лейбл намерен взыскать денежную компенсацию за нарушение авторских прав и разглашение коммерческой тайны. Big Hit и BTS вкладывают огромные ресурсы в планирование и реализацию максимально эффективного выпуска альбомов, песен и сопутствующих материалов. Чтобы произвести наибольшее впечатление на слушателей и рынок в момент релиза, говорится в судебном документе. Утечка альбома уничтожила эффект неожиданности, который компания тщательно выстраивала, что негативно сказалось на репутации и продажах. Упомянутые публикации с утечками на странице пользователя больше недоступны. Big Hit сообщает, что пользователь удалил эти посты и сменил отображаемое имя, ранее BTS Ari-Rank League, после того, как лейбл направил жалобы на нарушение авторских прав в администрацию соцсети. Представители Big Hit и Twitter в понедельник, 13 апреля, не предоставили оперативных комментариев по запросу. Hype и ее дочерние компании регулярно обращаются в американские суды, когда им нужно идентифицировать и засудить анонимных интернет-пользователей в Корее. Это связано с тем, что социальные сети, базирующиеся в США, такие как Twitter и YouTube, обязаны исполнять повестки о раскрытии данных, только если они выданы местными судьями. Преследование в Корее за клевету, которое в этой стране может повлечь как гражданскую, так и уголовную ответственность. Ранее K-pop-гигант уже запрашивал у судов США деанонимизацию пользователей, распространявших ложные слухи о таких группах, как NewJeans, Seventeen и TUS. Тэхён не только исполнил оригинальную хореографию Fire, но и сделал это на двойной скорости. Тэхён времен дебюта не поспел бы за 30-летним Тэхёном-айдолом. Танцевать Fire на двойной скорости, сохраняя при этом расслабленный вид и фирменную чертовщинку в глазах, под силу только артисту с огромным опытом. Обновление в EVOS. Наконец-то подтверждено, что концерты BTS World Tour Ari-Rank в Пусане 12 и 13 июня пройдут на стадионе Busan Aishid Stadium. Стадион является одним из крупнейших в стране и вмещает от 53 до 80 тысяч зрителей.
Басан Эйшет Стадиум – это многофункциональная открытая арена и главный стадион Азиатских игр 2002 года. В октябре 2022 года BTS провели здесь грандиозный бесплатный концерт Yet to Come in Busan в поддержку заявки города на проведение Всемирной Экспо 2030. Шоу собрало десятки тысяч зрителей на стадионе и сотни тысяч на онлайн-трансляции. Стадион является одним из крупнейших в стране и вмещает от 53 до 80 тысяч зрителей. Басан Эйшет Стадиум – это многофункциональная открытая арена и главный стадион Азиатских игр 2002 года. В октябре 2022 года BTS провели здесь грандиозный бесплатный концерт Yet to Come in Busan в поддержку заявки города на проведение Всемирной Экспо 2030. Шоу собрало десятки тысяч зрителей на стадионе и сотни тысяч на онлайн-трансляции. Даже это тот стиль музыки, который я люблю, тот, к которому я стремился. Я не знаю, когда это произойдет, но когда-нибудь это будет жанр, который я должен и хотел бы попробовать. Мое сердце скоро не выдержит. Чангук рассказал Rolling Stone о том, как придумал концепцию для песни «Хулиган». Когда я услышал трек, я сразу же придумал ритм. И я не знал, получится ли песня. Но ее выбрали, и это круто. Честно говоря, я пока не могу по-настоящему воспринимать себя как поп-звезду. Но я очень благодарен за то, что мне задают подобные вопросы и что фанаты видят меня таким. Поэтому я хочу и дальше становиться лучше, чтобы однажды я сам смог почувствовать себя звездой. Они флиртуют в каждом моменте, даже в танце. Фанатка рассказала о том, как вчера на концерте поймали перекупщиков. Мне не удалось купить билет на концерт BTS, поэтому я просто сидела снаружи стадиона, чтобы хотя бы почувствовать атмосферу. Примерно через 40 минут после начала шоу появились трое мужчин средних лет, которые постоянно ходили туда-сюда. Один из них даже попытался пробраться за ограждение, но персонал его остановил. Вскоре после этого подошли 4 иностранные фанатки и начали с ними разговаривать. Я в шутку сказала подруге: «Мы что, сейчас станем свидетелями продажи билетов с рук?» Но не прошло и минуты, как они разделились. Один пошел направо, к пункту проверки браслетов, чтобы отвлечь внимание сотрудников, а двое других открыли ограждение слева и повели фанаток наверх. Весь этот план сработал буквально за минуту. Несмотря на огромное количество людей вокруг, никто ничего не заметил. Я выключила камеру и уже собиралась броситься за ними, как услышала, что справа сотрудник просит о помощи. Я тут же подбежала к другому проходившему мимо работнику и объяснила ситуацию. Сказала, в каком направлении ушли перекупщики, и попросила скорее вывести людей. Вскоре подошли несколько сотрудников в черном и преградили мужчинам путь, но они долго спорили, и казалось, что дело не двигается с мертвой точки. Тогда я подошла и сказала: «У меня есть видеодоказательства». Несмотря на то, что я показала запись, противостояние продолжалось, и даже с приездом полиции ситуация особо не изменилась. Было ощущение какой-то неразберихи. Спустя приличное время полиция и те мужчины ушли, а на дороге остались стоять только 6 человек из персонала. Мне стало интересно, чем все закончилось, поэтому я подошла спросить, но первым делом сотрудник выдал: «А что случилось?»
Честно говоря, я была в шоке. Я так активно помогала, а они, оказывается, были вообще не в курсе происходящего. Видимо, информацию друг другу не передали, поэтому мне пришлось объяснять все с самого начала. Когда они посмотрели видео, то засуетились: можете прислать нам запись? Полиция уже начала расследование. Огромное вам спасибо. Никак не ожидала, что столкнусь с таким за границей. Пока помогала, очень нервничала и переживала, что не смогу правильно объяснить ситуацию. Но ведь я правильно сделала, что не побоялась вмешаться. Перекупщики существовали всегда, меня больше беспокоит тема безопасности. А если бы эти две фанатки были бы ненормальными и пронесли с собой что-то, что могло угрожать жизни участникам или фанатам? Я понимаю, стадион огромный, и за ним уследить очень сложно, но такие вещи очень угнетают. Вот этот момент, когда Чонгук не успел крикнуть «пошумите». Сону из Анхипен рассказывает о своем опыте посещения концерта BTS и упоминает Тэхёна как своего кумира. «Я ходил на концерт, да? Но до начала выступления у нас была встреча с ними, и мне удалось увидеть всех санбэнимов из BTS. Но моим кумиром всегда был Ви Санбэним, и он действительно взял меня за руку вот так, а еще слегка похлопал вот так. В тот момент я был просто переполнен эмоциями». Посмотрите на синхронизацию. Чонгук и Тэхён двигаются как один. Пенкейв в Instagram рассказывает, что после второго дня концерта в Каяне Тэхён и Чонгук были самыми обсуждаемыми участниками на Теку. Второй день концерта BTS прошел с огромным успехом и возглавил тренды в различных онлайн-сообществах, таких как Теку. Двое самых молодых участников, Чонгук и Ви, оказались в центре внимания благодаря запоминающимся моментам. Чонгук вызвал волну смеха и восторга, когда младший айдол Джихён из группы Boy Next Door был запечатлен на камеру, истерически кричащим, увидев, как звезда пьет воду на огромном экране стадиона. Джихён даже загрузил видео со своим признанием на Weverse, назвав себя Кукфу самым большим поклонником Чонгука. Тем временем Ви, Ким Тэхён, снова поразил публику своей невероятной внешностью. Фотографии и видео его сольного выступления во второй день стали вирусными, вызвав споры о том, был ли он человеком или ходячим произведением искусства. Такой шикарный эдит такого шикарного Чонгука. Обновление Rolling Stone. Баритон группы, известный своим старым добрым душой и время от времени снимающийся в кино, рассказал Rolling Stone о том, как проходила его обязательная военная служба и как ему удалось отключиться от всего. Он пытался полностью забыть о своей музыкальной карьере и использовать это время для перезагрузки.
«Я много тренировался», — говорит Ким Тэ-хён в интервью Rolling Stone. «Много читал, много слушал музыку. Это дало мне возможность восстановить тело и разум». Он может поднять штангу весом около 230 фунтов, примерно 104 килограмма, что в его армейском подразделении, полном спортсменов, считалось детским весом, но он уверен, что это делает его самым сильным участником группы. Чонгук танцует даже более интенсивно, чем танцоры. Обновление Rolling Stone. Во время записи клипа на песню «Arirang» группы Чонгук поразил всех своим невероятным умением петь на безупречном английском языке. «Думаю, у меня хороший слух для таких вещей. Но в конце концов, это для меня иностранный язык. Я не хочу, чтобы носители языка, услышав мою речь на их языке, чувствовали себя некомфортно или мне это не нравилось. Поэтому я очень много над этим работал». У нас еще один ракурс. Альбом «Arirang» стал их 14-м альбомом, получившим серебряную сертификацию Brit в Великобритании. Новый альбом BTS уже стал серебряным в Соединенном Королевстве. 10 апреля по местному времени Британская ассоциация производителей фонограмм объявила, что новый альбом «Arirang» получил официальную серебряную сертификацию Brit. Это уже 14-й по счету альбом группы, достигший такого результата в этой стране. Согласно стандартам сертификации BPI, альбом получает серебряный статус при достижении отметки в 60 тысячах проданных единиц, в то время как для синглов этот порог составляет 200 тысяч единиц. Линии челюсти Чонгука на 130 градусов – это не шутки. Вау! Участники группы Boy Next Door после концерта провели трансляцию на Weverse, где поделились своими впечатлениями. Джихён сказал, что чуть не упал в обморок после того, как поприветствовал BTS перед концертом. «Ох, нет, ну правда, все это время, когда я видел санбэнимов в компании, я никак не мог заставить себя подойти и поздороваться. И, честно говоря, я заранее знал, что даже если увижу их, не смогу вымолвить ни слова. Поэтому я написал письмо. Мне так много хотелось сказать, но я понимал, что не справлюсь, поэтому решил все изложить на бумаге. В итоге я отдал это письмо Чонгуку. Но сегодня они все готовились по отдельности, так что я заходил поздороваться к каждому по очереди. Они как раз делали прическу и макияж. Я поприветствовал их и вышел, а на обратном пути столкнулся с Чонгуком. Риу мне очень помог. Мы подготовили подарки для санбэнимов, и он вовремя передал их мне, чтобы я мог вручить их вместе с письмом. Но если честно, это все, что я помню. Джихён рассказал, что так нервничал, пытаясь вручить Чонгуку письмо и подарок, что в итоге сначала отдал только подарок. Письмо он с трудом осмелился передать позже. И вот что он при этом сказал: «Ты мне нравился. Нравился еще, когда я был маленьким. Я фанат». Он также сказал, что когда тебе кто-то нравится, у тебя вскакивают прыщи. И после того, как он увидел Чонгука, у него реально выскочил прыщ,
До этого не было. А после встречи с ним появился. Сонха добавил: «Знаете, я ведь тоже армия. Я начал мечтать об этой карьере именно благодаря BTS. Когда я учился в средней школе, я повторял их хореографию по видео в интернете, ставя их на зеркальный режим, хотя до этого никогда не учился танцевать. Поэтому, когда я только пришел в эту компанию и просто проходил мимо санбэнимов, здороваясь с ними, уже только от этого я чувствовал себя самым успешным фанатом. Раньше я постоянно смотрел интервью и прямые эфиры BTS, там было много слов об их деятельности и чувствах, которые они испытывали в тот момент. Теперь, когда мой собственный стаж и опыт в индустрии растут, я часто ловлю себя на тех же ощущениях. Я думаю: ах, вот что они чувствовали тогда. В какой-то момент BTS стали для меня не просто айдолами, за которыми я наблюдал в детстве, а людьми. Профессионалами с огромным опытом, которые невероятно много работали. Они – истинное воплощение слова «санбэним». Как бы это сказать? Я чувствую, что хочу у них учиться. Сейчас я проживаю те же эмоции, о которых слышал в их интервью, поэтому мне хочется перенять их опыт. Например, как поступить в этой ситуации? Как реагировать, если случится вот это? Но, конечно, мне до них еще расти и расти. Телесный контакт жизненно необходим всегда и везде. У них потребность чувствовать друг друга на физическом уровне. Платформа о часовой индустрии из Индии The Hour Morcos опубликовала статью под названием «Корейские мировые знаменитости становятся влиятельной силой в индустрии часов», в которой Чангук, амбассадор Хаблот, назван одним из ключевых инфлюенсеров, играющих важную роль в мире люксовых часов. Это еще раз подтверждает статус Чангука как глобального артиста, оказывающего влияние как на имидж брендов, так и на направление их развития. Он также играет важную роль в том, чтобы делать люксовые бренды более доступными для нового поколения потребителей. Это влияние больше не скрыто за кулисами, теперь оно является четко выстроенной стратегией. В эпоху, когда волна K-Wave формирует глобальную культуру, индустрия часов активно адаптируется, чтобы установить связь с ключевыми представителями этого движения. От Global Ambassador до Friend of Mason корейские знаменитости больше не просто представляют часы. Они формируют новое направление взаимодействия между люксовыми брендами и молодым поколением. Это не временный тренд, а сдвиг культурного баланса, за которым индустрия внимательно наблюдает. Второе место. Это так интимно. Глаза никогда не врут. Эти детали делают больно. Первое место. Он учился различать красоту по лицу Тэхёна. И до сих пор не нашел никого красивее. А все потому, что красота в глазах смотрящего. А Чангук смотрит на Тэхёна глазами, полными любви.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.